что там? Тут все Я собираются. готова. У меня просто сейчас утро, 10 утра. Да. И это такая великолепная возможность начать утро с макияжа, потому что обычно я выгляжу так, это мой максимум. Я знаю, что у нас есть и англоговорящие люди, я буду иногда для них переводить, если ты не возражаешь. Hello everyone, we are doing a makeup tutorial. That's okay for quarantine times. My makeup artist is gonna give me a step-by-step tutorial how to do that, and I will do my best along with you guys to do the same. That's it. Ну что, Саломе, что у тебя сейчас есть на лице? Какой-то крем, может быть? Я база? нанесла увлажняющий крем и все, чтобы не тратить на это время нам с тобой. Мы сегодня будем делать достаточно сияющий, нежный макияж. Вот тут пишет, что Саломе не нужно много косметики, так и есть. Спасибо. Ей много косметики не нужно. Мы не будем делать какие-то темные, яркие глаза. Вот, все будет максимально нежно, натурально, скажем так. В общем, наш любимый Саломе макияж сияющий. Вот. Для этого нам понадобится, заранее просто быстренько проговорим. Давай. Я сама буду искать. Да, нам понадобится, как база подойдет обычный увлажняющий крем. Вполне. Дальше любой тональный крем, который вам подходит. Так как если тут кто-то еще будет краситься, будет ли кто-то краситься? Если да, то пишите. Обещали. У меня вот такой. Ага. То, что у меня дома отлично. есть. Да, если он тебе подходит, отлично. Консилер. Какой-нибудь скульптор-бронзер. Без разницы. Румяна обязательно. Вот то, что нужно обязательно, это румяна. Можно даже обойтись без скульптора и без бронзера. Вот. Но румяна, они нам нужны. Румяна вот такие. Шикарно. Вот, да, очень классный цвет. Прям такой супер фреш будет. Дальше, что нам нужно? Желательно хайлайтер. Все-таки это сияющий наш макияж. Поэтому для освещения лица нам понадобится хайлайтер. Ну-ка. Открой нам его. Он такой сразу. Классно. Да, у нас сегодня будет такой макияж в розоватых цветах. Вот. Так, далее. В общем, для лица это, в принципе, все по желанию. Пудра, опять же, только по желанию. У меня вот такая супер легкая MAC Mineralize. Отлично. Если что. Знаешь, что у меня еще есть? Это ты мне, кстати, рекомендовала. Потрясающая штука. Сразу лицо мега свежее. Мне кажется, я нашла последнюю существующую где-то. Нет, они есть еще. По крайней мере, в Москве. Я видела в Эльдобате, вроде бы, не помню, где-то в каком-то магазине, вот буквально на днях. Они еще есть. Это очень классная рассыпчатая пудра с розоватым пигментом. За счет своего пигмента она очень классно освежает лицо. Вот. Так, что нам понадобится для глаз? Это желательно, опять же, какие-то кремовые тени светлого оттенка, не темные. Что у меня есть? Сейчас покажу. Вот такая штука. Ага, сияющая. Сияющая, посветлее. Есть мои любимые Hourglass. Но они чуть-чуть понасыщеннее. Знаешь, чуть-чуть... покажи. Сейчас покажу, может быть, если цвет, знаешь, сейчас. Оп. Но мы с тобой такие тоже любим делать, но они чуть-чуть покоричневее. Ничего. Тут можно на самом деле брать те оттенки, которые нравятся. Можно делать светлее, можно делать темнее. Техника будет оставаться та же. Вот. Насыщенность, там то, что слегка будет темнее или светлее, это не имеет значения. Как пример можно использовать, я тоже покажу примерно то, что нам понадобится. Так, одной рукой открывать не очень удобно. Вот, например, видите такого оттенка кремовые тени. То есть, к примеру, это если вы хотите такой прям супер светлый. Это могут быть цвета и потемнее, например. Если хочется сделать такой больше бронзовый
такой легкий Как сияющий основной, смоки. да, ты имеешь в виду? Да, это будет именно как подложка кремовой тени. Хорошо. Если кремовых теней нет, можно обойтись вообще без них. Они не обязательно. Также кремовые тени могут быть вот такие жидкие, к примеру, либо в таких карандашиках. То есть абсолютно любые, какие у вас есть. Если кремовых теней нет, то мы берем сразу же сухие. Но перед этим мы будем тонировать века, это я все проговорю. И нам тогда понадобятся сухие сияющие тени. Секунду, так открыть мне сложно. Сейчас. Например, вот видите такое что-то. Угу. Вот. Да, классно. Ага, это у тебя MAC? На самом деле это не тени, я их просто использую как тени. Это хайлайтер, по-моему, даже какой-то. Да, это вот такой у них на самом деле универсальный кремовый продукт в оттенке Shell, да? Да. Я его тоже люблю. Его можно наносить и как хайлайтер, и на глаза, куда угодно. Так, сейчас. Вот, насчет сухих теней, к примеру. Вот о, какие красивые. Такое. У меня есть вот такие, похожие. Они жидкие вроде, нет? Они, да. Но они прям их можно будет использовать как подложку. Ну, они вроде бы супер сияющие, да? Они, да, они прям... тогда можно без них. Выходить. Вот. Что-то такое. А то, что использовали конкретно мы с тобой на том мейке, который я выкладывала в историях. Давай, это будет справедливо. Многим понравилось. Так. Это я прям как вчера, как сегодня. Помню, это была вот эта палетка. Ой, она у меня такая моя любимая. Потрепанная. Это Tom Ford в оттенке Nude Deep. Буду искать. Палетка, да. Очень классная. Это была она. Вот. Ну, собственно, все. И еще мы в том макияже, который как раз я выкладывала, мы слегка подчеркивали контур глаза. Мы это делали подводкой. Вот. Но отлично. Вот. Если нет подводки, можно использовать просто карандаш. Если не хочется вообще подчеркивать, можно не использовать его. Либо можно взять коричневый цвет. Это может быть коричневый, может быть черный, в зависимости от того, какую насыщенность вы сами любите. Вот. К косметике Шарлотт Тилберли я отношусь отлично, я люблю ее. Так, ну вот, давай тогда с Саломеей начнем. Давай. Мы можем начать, в принципе, с тона. Потому что у нас глаза будут не такие яркие, и вряд ли там будут прям сильно сыпаться, что-то будет сыпаться, поэтому даже можно начать с тона. Просто чтобы знали наши подписчики, обычно, когда ты делаешь яркие, я помню, что ты часто начинаешь с глаз. Меня это сначала в 90% случаев я обычно крашу сначала глаза, а потом уже делаю тон. Для того, чтобы в процессе макияжа, если вдруг будут сыпаться какие-то тени, они не испортили тон, чтобы не приходилось его трогать, там, подправлять и так далее. И плюс еще, когда вы кого-то красите, например, вы можете касаться, или даже себя, когда красите, можете касаться руками лица. Вот. И чтобы лишний раз не трогать тон, чтобы он был максимально свежий, красивый, я его делаю обычно в конце. Вот. Но опять же, это не принципиально, как вам больше нравится. Вот. Как ты хочешь, Салма, мы можем начать. Как ты мне скажешь? Как давай начнем. Давай начнем с глаз. Ладно, давай с глаз. Я так чаще всего делаю. Давай с глаз. Так. У тебя есть черный карандаш или коричневый? У меня есть черный карандаш. Коричневого нет, есть серый. Есть серый и черный. Что скажешь? Давай черный бери. Давай черный возьмем. Сейчас я его на секунду потеряла. Ах, вот он. У меня есть еще подводка, если вдруг тебе нужна. Я думаю, что тебе будет удобнее, наверное, карандашом. Нам нужно будет нанести карандаш на контур глаза в уголочке, очень-очень тонко, и слегка его растушевать. Ты имеешь в виду вот здесь?
Да. Внутреннюю сторону, давай. Да. И у меня сейчас вопрос, как красятся люди, которые, правда, снимают мейкап-туториалы, уроки макияжа, потому что я не дотягиваюсь до зеркала, я могу смотреть только в телефон. Это, конечно, вызов. К сожалению, я не могу себя показывать, поэтому я ребят, буду показывать вам косметику. Мне кажется, это будет интереснее, чем я. Ну, я с тобой не соглашусь, но мы, скажем так, работаем с тем, что есть. Да, отлично, вот, да, супер. Мы тем самым подчеркиваем наш контур, так как у нас не будет там прям никаких стрелок, нам нужно выделить глазки. Так, у кого я училась? Ну, я много у кого училась, на самом деле. Мои самые первые курсы были у Милы Клименко в школе Ник Мале. Дальше я уже проходила повышение и у Ирины Митрошкиной, и у Сердары Камбаровой, и у Крыгиной, и у Никитиной, и Ксении. В общем, их было много. И у Елены Синяк. Но если можно, я добавлю от себя, пока я буду краситься, все это выглядит немножко нелепо, но все же все поймут. Мне кажется, что у тебя, как у такого профессионала, есть нечто уникальное, твое видение. То есть, мне кажется, ты просто сразу изначально, понятно, техника это очень важно, но изначально у тебя какое-то уникальное видение свое, ты видишь, что надо. И это вот самое ценное, правда. Спасибо. Это невозможно научиться, но это можно развивать, стараться. Да, спасибо, Хасама. Это правда так. Мне вообще редко ярко крашусь, и очень редко нравилось себе после профессионального макияжа, все время чувствовала себя не собой. И ты тот редкий случай, когда я это я. Все еще я, просто больно сияющая. Да. После первой встречи мы больше не разлучны. Только если бы ты не оставила нас и не уехала в далекие края. Я тебя буквально на секунду оставлю, у меня зеркало вот здесь, и я до него не достаю, я сейчас что-то накрашу не то. Если тебе комфортно, возьмешь на себя аудиторию. Буквально на 2 минуты я сейчас закончу вот это, и все. Девочки, тут вообще кто-нибудь красится тоже параллельно с нами или нет? Так что за карандаш? Смотрите, вы можете брать абсолютно любой. Вот, например, я на своей странице буквально вчера выкладывала пост про свои любимые карандаши. Правда, я выкладывала именно про коричневые, но вы можете брать те же самые, только черного цвета, если вы хотите черный. Вот. Просто брендов море, и на самом деле разнообразие огромное. Берите то, что вам нравится. Там нет никакого определенного принципа. Единственное, если вы собираетесь наносить коричневого на слизистую между ресниц, то берите карандаш стойкий. Не тот, который быстро потечет. Из таких стойких это будет Романова и так далее. Опять же, можете посмотреть там то, что я выложила. Привет, Кристина. Я все нанесла. Саламе, какой у тебя я карандаш? Не спешу никуда. Очень интересно. Какой у меня карандаш? Самый простой, я даже не знаю, что это. Я купила, по-моему, это Maybelline даже. Просто он как раз, как ты говорила, longwear, то есть водостойкий. Да, вот это нам надо. Красить нужно прямо, получается, между ресниц, у ресниц, то есть только контур глаза. Отлично, у тебя все получилось. Слава богу, здесь не очень видно несовершенство. Так, теперь. Далее мы возьмем с тобой тени. Тени. Так. А ты можешь взять, знаешь, либо те, которые там, например, Стила ты показывала жидкие, но если они сильно прям супер блестящие, можно, в принципе... Можно попробовать. Я, может быть, с этих начну. Их очень удобно наносить. Давай. Если что, сделаем. Так, их можно нанести по желанию либо пальцем. Моя любимая. Да. Либо их можно нанести кистью. Тут значение не имеет, как вам больше нравится. Отлично, да. Мы их наносим прямо по подвижному веку. Полностью? То есть до конца я закрываю? Или... Да.
на все подвижное веко. И остатками как бы тушуешь по складке, да, границы смягчаешь вот эти, чтобы это была такая, как дымка мягкая. Спрашивают про базу на веко. Я не использую базу на веко. Когда я делаю какой-то такой мейк, скажем так, вечерний и так далее, то есть я имею в виду, когда я использую много теней, я просто делаю тон изначально. Я тонирую веко любым каким-нибудь нежирным тоном, либо консилером, и все. Угу. Покажи поближе, Салма. Что-то получилось. Ага, отлично. Так, так. И теперь у тебя были еще какие-то такие светлые прям. Угу. Вот эти? Угу. Да, отлично. Светлые тени, сияющие тоже. Их мы наносим, получается, на внутреннюю часть. Начало глаза мы как бы слегка высветляем. То есть получается, что мы берем кремовую основу и на нее сверху сухие, да? Да, да. Когда мы наносим кремовые тени, их нужно фиксировать, иначе они могут скатываться. Как самостоятельные кремовые тени можно использовать, если только они не кремовые, а жидкие. Вот бывают такие жидкие кремовые тени, которые ты наносишь, и они засыхают прям. Вот. И то они тоже могут скатываться. А если это тени кремовые, то тем более их нужно сверху зафиксировать какими-либо сухими тенями. Это могут быть блестки, могут быть просто тени. Ну вот, вроде что-то получилось. Угу. Отлично. Так, теперь у тебя есть что-нибудь такое, знаешь, в розоватых цветах? Это я просто показывала, что это было. Да, можете делать скрин. Так. Что ты сказала, мой хороший? Я не расслышала. У тебя есть что-то в розоватых цветах? Розоватых. Ты имеешь в виду тени, да? Да. Смотри, самое близкое это вот это, конечно, не розовый. Нет, что-то больше с сиянием. А вот палетка твоя это лаудер. Сейчас, да, смотри. Вот прямо розовое сияние. Ага. То, вот что надо? Да, можно взять его. Более розовее. А рядом с ним какой был цвет? Можешь еще раз показать? Конечно. Это та палетка, которую ты мне скидывала? Да. Просто со вспышкой я вижу, что они сияющие вроде бы. Вот, какие-то сиреневые. Вот ты имеешь в виду вот эти? Так, да. Рядом они все чуть-чуть сияющие. Вот в этой палетке с легкое сияние. Давай возьмем тогда тот, что ты первый показала, розоватый с сиянием в этой же палетке. Поняла. Так, готово. Угу. Бери и наноси его как бы на центр века, чтобы немножко добавить блик. Да, такой розоватый блик немножко. Да, можно взять хайлайтер вместо теней, кстати говоря. Вы можете все взаимозаменять какими-то другими продуктами. Кстати говоря, это гениально. Точно, у меня же есть розоватый хайлайтер. Вы гении, ребята. Точно, смотри. Да, вполне. Вы также можете брать румяна и скульпторы, бронзеры, опять же, вместо теней. Использовать их. Да, я за минимальный набор. Чем меньше всего, тем лучше. Так, почему я же не учат на себе макияж? Это есть свои причины, ребят. Да, не могу показывать себя, к сожалению, в открытых прямых эфирах. Вот. Я учу на себе, но только на закрытых курсах своих онлайн тоже. Так, ну что, накрасили? Так, готово. Отлично. Теперь возьми подводку. Подводка. Так. Красить на свадьбу мою будет меня только Петима. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что так и будет, что на вашу свадьбу буду красить вас именно я. Я буду рада. Поздравляем вас.
подводку взяла. У тебя есть кисть? Покажи, какая она. Да, скошенная. Угу. Взяла немножко подводку. И теперь тебе нужно, как бы, знаешь, снять с этой подводки излишки. Подожди. Можешь сделать это либо в крышке, будет удобнее в крышке от самой подводки, либо на руке. Так? Да, да, вот так вот. О, секрет. Ты как бы снимаешь излишки, и тем самым вот все ворсиночки, они между собой склеиваются, и кисть, она должна быть очень острой, чтобы когда ты будешь ей красить, линии были они тоже максимально четкие и острые. Если кисть, она, если, знаешь, ты просто сразу же возьмешь подводку и начнешь наносить, линия может быть жирненькая. Как у меня обычно получается, вот теперь я знаю. Так, какие инструкции? Мне надо будет у зеркала это сделать, ответственный момент. Какие инструкции? Если нет подводки, берите карандаш черный. Так, смотри, ты смотришь прямо перед собой. И по сути также, да, вот ты карандашом проходилась между ресниц, а сейчас подводкой постарайся в начале глаза также пройтись между ресниц, а начиная где-то с середины, вот этот уголочек, пройтись сверху, ну, очень тоненькой линией. Сейчас постараемся. Так, можно после эфира сделать пост с минимум средств для такого макияжа? Можно, конечно же. Так, моя дорогая, когда на бровки же можно будет прийти? Назрин, я надеюсь, что вот как только этот карантин закончится, походу его продлевают еще недели на 2 точно. Я уже сама устала не работать, сидеть дома, но надеюсь, что уже очень скоро. Так, у меня вечная проблема со стрелками. Они у меня жирными получаются, и мне не идут вообще. Ну... Вы просто не умеете их готовить, да? Нет, конечно, может быть такое, что они не идут, но это бывает очень редко. Чаще всего бывает такое, что девушка считает, что ей не идут стрелки, но на самом деле просто она не так рисует, или ей их когда-то визажист нарисовал неправильно, скажем так, и остался осадок такой на всю жизнь. Кстати говоря, кроме шуток, у меня так и было. Я, наверное, лет до 25 считала, что мне ужасно не идут стрелки, и мне не надо с ними связываться. Ну вот в твоем случае тебе идут совсем тоненькие, и опять же не какие-то там жирные длинные стрелки тебе не пойдут, да. Но вот тоненькие, аккуратные вполне. Я уже почти, ребят, почти дошла до приемлемого конца. Пока там Соломай красит, тут очень много вопросов задают, там как что-либо подобрать и так далее. Девочки, всем ответить не получится, но скажу сразу для тех, кому это интересно, у меня есть онлайн-курсы. Самая такая мини-реклама. Ну, это же правда так. Но вдруг кто-то не знает, да, это очень полезно в том плане, что я там рассказываю с нуля обо всем, вот, то есть и теория, и практика, и стрелки, и как что-либо подобрать себе, как растушевать, как нанести, в общем, полностью с нуля абсолютно все мы там проходим, вот. Так что, ну, вот, кому это интересно, пишите. Покажи. Не так, конечно, как у тебя, но... Ну, хорошо. Хорошо. Угу. Вот. А дальше, по желанию, что можно сделать? Например, можно чуть-чуть затемнить уголки. Это тоже по желанию. В любой момент можно остановиться. Например, вы могли бы не рисовать стрелки. Или, например, могли бы просто нанести какие-то сияющие тени, и все. Вот. Но давай мы с тобой чуть-чуть оттеним уголочки наши. Можно взять коричневые тени, либо розоватые, тут особо значения не имеет, какие больше нравятся. Светлые, то есть, так, ага, ну-ка. У меня еще есть палитры, но... Возьми, знаешь, какой. Вот под белыми тенями, видишь, который, да. Да. Сейчас сделаю. Саламай, один восторг, внешность просто совершенство. Спасибо большое. Я согласна. Не заставляйте меня краснеть, а то макияж испортится. Ага. Пушистой кисточкой, да, слегка наноси его вот так вот на уголочек и чуть-чуть прям остатками сейчас выводи к складке. Вот
где кость, да. Вот так? И направление всегда держи вот к вискам, чтобы не опустить уголочки глаз. Угу. Да. И вот видишь, границы немножко их смягчи. Вот стряхни. Нет, ты сейчас взяла кисть, взяла тени на кисть? Взяла. Да, вот так вот убери, да, лучше. Угу. И теперь вот эти границы немножко вытяни их. Вот, да, вот так вот. Угу. Да. Можешь пальчиком чуть-чуть. Вот. Да. Мне пальчиком удобнее всего. Угу. Спасибо большое, девочки. Так. Утемнять немножко или достаточно? В принципе, даже так достаточно. Мы же не будем, да, делать какой-то такой яркий. Если вы хотите сделать ярче, вы можете взять цвет. Да, в этом этапе вы можете взять следующий цвет, чуть темнее, вот, и нанести его, получается, в наш светло-коричневый цвет, также в уголочки, и тоже вытянуть. Тем самым вы еще больше затемните уголки, макияж будет ярче. Курсы стоят 2000, вот. Но для всех, кто сейчас у нас в прямом эфире, эти курсы будут стоить 1500. Ничего себе! Да, конечно. Мы это не планировали, кстати. Да, мы это не планировали вообще. Но... А как понять, что люди были на курсе? Ну, пусть они просто напишут, я была, вот вы сказали, вы говорили, вы обещали. Точно. Вот тебе и доказательства. Хорошо. Кто не был, кто не слушал, всем. тот и не слышал про это. Гениально. Так. Сделала все, что могла без нормального зеркала. Классно. Так, теперь бери тон. Тон. Все хорошо, даже с растушевкой все хорошо. Ты молодец. Ты, походу, там уже освоилась сама краситься. Что делать? Просто в чужой стране, даже без карантина, это большой вызов. Здесь наверняка есть хорошие специалисты, но я их пока не нашла. Да. Так, наношу тон. Он, конечно, довольно-таки для меня плотноватый. Я его лично всегда смешиваю с чем-нибудь, с кремом даже иногда. Ну, сейчас ладно уж, как есть, нанесем. Ты можешь просто нанести его немножко. Давай. Ты будешь наносить руками или кистью? У меня нет подходящей кисти, наверное, руками, чтобы быть честными, как я это всегда делаю. Наши лучшие кисти — это руки. Говори. Да, просто наноси на все лицо. Так, курс онлайн, да, в Инстаграме отдельная страница. Вы можете просто написать мне в директ, и я вам все скину. Если глаза маленькие, то слизистую ведь лучше не прокрашивать темными. А при смоке как тогда нижнюю дымку сделать? Или тогда смоки противопоказан? Смотрите. Слизистую, если глаза прям очень маленькие, то да, слизистую лучше темным цветом не прокрашивать. Но вы можете прокрасить межресничку и растушевать, и создать тем самым, наоборот, объем. Это не будет уменьшать ваши глаза, они, наоборот, станут более объемными. И смоки не обязательно делать с черными тенями. Просто у многих представление о смоке, что это какие-то черные тени, черные глаза. Но на самом деле смоки — это просто техника макияжа. То есть это дымчатый макияж. Вы можете использовать те оттенки, которые вы захотите. Это могут быть розоватые, могут быть коричневые, могут быть цветные. Вот. Главное — это просто техника дымки. И на самом деле смоки не уменьшат глаза, если правильно их растушевать. Так, Саламе, ты нанесла? Да. Я ничего нормально не вижу, но вроде бы нанесла. Более-менее равномерно. Теперь нам нужен консилер. С нами даже есть молодые люди, которым очень интересно, что же происходит. Как же краситься, да.
И не говорите. Очень сложно быть девочкой. Так, консилер. Смотри, у меня есть два варианта, которым я на самом деле пользуюсь каждый день. Он очень мягкий. Ой, я его очень люблю. Скажи, и есть тот, который ты мне тогда говорила, чтобы Мне такой тоже более профессионально выглядящий макияж. Есть вот такой. Что ты мне скажешь? Это два моих любимых консилера. Правда? Да, ты можешь брать, в принципе, какой хочешь, они оба классные. Хорошо. Давай возьмем, которым я реально пользуюсь каждый день, чтобы все было как есть. Но тот, он перекрывает лучше. Но этот выглядит, конечно, гораздо более естественно, если днем. Если, например, вы будете На делать мне. яркий макияж, то есть яркие глаза и так далее, то консилер берите чуть поплотнее, чтобы все хорошо перекрыть. И бывает некрасиво, когда глаза накрашены ярко, и при этом видны какие-то синяки под глазами, венки какие-то, да, или там прыщики, ну, еще что-то, мало ли, какие-то воспаления. Вот, все нужно тщательно перекрывать, если вы красите глаза ярко. Если же это такой легкий макияж в натуральных оттенках, вот как, например, сейчас, нам не обязательно стараться прям все супер сильно замаскировать. Угу. Нам достаточно и средней плотности. Консилер там Make Up Forever HD и NARS Soft Matte. Вот лично мне, опять же, я небольшой специалист, я люблю, чтобы все было естественно, чтобы вообще не было заметно, что на лице что-то есть. Это вот единственное, что меня удовлетворяет, и при этом есть какой-то результат. То есть если я не выспалась, а такое бывает. Да, я, кстати, использую иногда этот консилер без тонального крема, то есть просто наношу его, растушевываю хорошенько, вот, и все. И мне бывает достаточно. Я тоже. Класс. Я даже не знала, что я делаю что-то правильно. Ну что, я нанесла консилер, тебе достаточно так? Да, достаточно. Только единственное, я поздно об этом вспомнила, возьми опять консилер. Да. И нанеси его на подбородочек чуть-чуть. Да. Вот здесь? Выше немножечко. Да, наноси. Угу. Чуть-чуть побольше. Да. И чуть-чуть на центр лба немножко. Вот ниже. Можно чуть ниже, да. Ага. Вот, отлично. Да. И теперь растушую его там тоже. Вот эти участки, особенно вот подбородочек, да, там бывают какие-то неровности, какие-то могут быть слегка покраснения, неровности цвета. И вы можете вот именно вот в этих участках, в Т-зоне прокрашивать чуть-чуть побольше, чтобы именно какие-то покраснения все это перекрыть. Так. А я тем временем, я на самом деле все читаю, кайфую, просто не перебиваю дорогого гостя. Спасибо большое, что вы такие хорошие, такие приятные вещи нам пишете. Нам приятно. Как тут пишут, что нет ни одного плохого комментария. Ну, еще не вечер, конечно, но в целом, правда, это о многом говорит, и мы безумно благодарны. Так, отлично. Теперь давай мы прокрасим с тобой нижнее веко. Я это делаю как бы после тона, да, как вы заметили. Жду, пока мы нанесем все консилер и подготовим кожу. Так, возьми те же сияющие тени, по сути, которые ты использовала. Единственное, ты можешь не брать вот эти, какие у тебя Hourglass были, вот их можешь не брать, в принципе. Посветлее. Да, ты можешь взять сразу светлые. Так, ты их использовала? Да. Сверху я вот их наносила. Да, бери. Нам нужна какая-нибудь кисточка, да? Да, желательно взять какую-нибудь маленькую кисть небольшую, и желательно, чтобы она была плоская. Это сложно. Но если нет, то можно просто использовать мизинец. Ты не поверишь. Что-то нашлось. Так. Первый раз используются мои кисточки. Радуются всячески. Так, что делаем? Начиная с внешнего уголка. Да, на нижнее веко, да, все верно. Достаточно? Да. А что это дает? Я просто, честно говоря, вот этот вот этап всегда пропускала, забывала о нем.
Ну, это Знаешь, дает. больше макияж становится более доработанным, скажем так, когда ты прокрашиваешь нижнее веко хотя бы светлым оттенком, если не хочешь его подчеркивать, да. Конечно, в повседневном макияже, в дневном это можно пропустить, вот. Но мне постоянно хочется вот как-то завершить это. Я поняла, и правда так. Это правда так. Так. И я бы взяла теперь те светло-коричневые тени, которые ты использовала. Светло-коричневые. Вспомнить бы, что это было. Это по такой большой палетке у тебя были матовые? Или что это? Она у нас Или... убежала, но мы сейчас ее догоним. Так, все, нашла. Так, Тоже это же кисточкой можно? Да, вот. Вот, да, они. Да, вот ты их набираешь прям чуть-чуть на кисточку. Так. И смотри, их нужно нанести на уголочек нижнего века, немножко оттенить. Да, вот правильно, клади. Вот прям клади, да, вот этот цвет. Угу. Еще? И можешь даже, да, чуть-чуть объемнее. Не бойся немножко уйти вниз, вот слегка. Угу. Да, только в уголочке мы его наносим. Смотрите, кстати, какая разница. Поставили точку, считайте. Ведь, если ты видишь, у нас, правда, интересный вопрос, какой считается у меня оттенок кожи? Какой у тебя оттенок кожи? Соломай, ну ты сейчас, как ты вроде бы уже не загорелая. Вообще не загорелая, да. У тебя, так, через камеру. Я пытаюсь вспомнить вживую то, что я тебя видела, потому что камера все-таки, она не всегда передает. Я очень светлая, это очень светлая. То есть для Соломеи нужны оттенки без желтизны. Вот больше нейтральных цветов и каких-то таких розоватых, которые будут больше освежать. Так как кожа достаточно светлая, и если использовать какие-то оттенки с желтым пигментом или с красным пигментом, они могут как бы рыжить и создавать такой более уставший вид. Готово. Так, отлично. Теперь красим тушь. Так, я всегда начинаю с этого. В этом же макияже вы можете, например, прокрасить слизистую. Это по желанию. А каким цветом в идеале здесь, если слизистую кто-то Я бы красила коричневым. А какой эффект? Я просто, например, очень боюсь красить слизистую, у меня сразу глаза меньше становятся, хотя они у меня не маленькие. Что это дает? Коричневый. Смотри, вообще, когда мы прокрашиваем слизистую, глаза сразу же становятся выразительнее и ярче. Вот. Но чтобы не было эффекта маленьких глаз, нужно, знаешь, что делать? Брать карандаш и красить его между ресниц. Прям на миллиметр уходить на кожу и потом плоской кисточкой растушевать. Потому что если ты возьмешь какой-то яркий цвет, да, предположим, у тебя светлый макияж, темных теней нет, тут ты берешь коричневый карандаш или даже черный, предположим, и просто проходишься им только по слизистой. В таком случае глаз он моментально становится меньше. Его нужно растушевать для того, чтобы добавить объем. Вот. Если его не растушевать, то да, будет такой эффект. Теперь понятно. И можно прокрашивать просто не всю слизистую, да, а только, например, уголочек где-то начинает с середины глаза. К внешнему, да, углу? Да. Интересно, я попробую. У меня просто проблема. Мне в жизни для всего нужна причина, цель. Я не могу просто взять и накраситься дома просто так. Меня просто вот с тобой это совсем другое дело, конечно. А так я сойду с ума. Бедный муж. Видит меня натуральненькой. Ну, к счастью, он так любит. Ты натуральная, очень красивая, так что спасибо, солнышко. Напросилась на комплимент. Да. Не хотела. Потому что сегодня, я думаю, я буду много фотографироваться. Ждите. Кстати, мы от вас тоже фотографии с нетерпением ждем. Нам будет безумно приятно, особенно Петиме. Она нашла время. Да. У нее тоже маленькая девочка дома. И чтобы нам было приятно, отблагодарите нас, выложите свой макияж, если вы делаете его сейчас или делаете потом, неважно.
Отмечайте Да, нас, будет и мы будем классно. радоваться. Будет интересно посмотреть. Так. Смуглой кожи больше оттенки потеплее, скажем так. Но опять же, смотрите на ваш тон кожи. Если ваш тон кожи холодный, оттенки тоже берите более холодные. Если более теплый, более теплый, логично. А по яркости просто нужно подбирать цвета, которые, скажем так, похожи по яркости с вашим цветом кожи. То есть, например, Саломе светлая, и для нее мы берем те цвета, которые как раз-таки смотрятся гармонично с ее цветом кожи, то есть похожи на ее цвет кожи, скажем так. Если бы она была более загорелая, то мы бы цвета тоже брали более темные, то есть, опять же, по оттенку, по цвету, да, совпадающие с цветом ее кожи. И точно Это так мы же делаем. ориентируйтесь на ваш тон. Кстати, у меня был вопрос. У меня недавно я обнаружила такую вещь. Если я наношу вот эти тени, вот сюда, у меня почему-то лицо становится свежее. С чем это связано? Они Объясни мне эту розоватые? магию. То есть, как видишь, розоватый беж, вот именно этот оттенок. Что это за чудеса? Или даже бронзовый. Слегка у него есть вот такой подтон. Куда ты его наносишь? Когда я наношу его чуть сюда, я это просто обнаружила недавно, очень удивилась. Вот буквально вот точку, если сюда поставить, почему-то и глазки больше, и... Значит, ты его наносишь, как я поняла, на косточку, да. То есть на выпуклые участки лица. Тем самым ты добавляешь туда объем, добавляешь немножко цвета, скажем так. И вот эта глубина, то есть естественная тень, да, которая у нас падает, она затемняет какие-то участки. Ты этот участок высветляешь за счет светлого цвета, и тем самым, скажем так, глаза сразу же становятся объемнее и светлее. Вот такая магия. Ну что ж, хорошо. Тем временем я накрасила ресницы, попыталась накрасить глаза. Что же мы делаем дальше? Так, брови мы с тобой особо не красим, насколько я помню. Я особо не люблю. Единственное, что они, как у всех, немного неровные, и мы с тобой просто подправляем. И обычно я наношу прозрачный гель. Сейчас тоже для правдивости нанесу, как я это обычно делаю. И это достаточно. Могу немножко карандашиком что-то там подправить, если прям какая-то фотосессия, где каждая мелочь видно. Вот у меня здесь немножко меньше, чем с этой стороны, я могу здесь пару точек поставить. Все, готово. Так. Теперь давай возьмем бронзер, скульптор, что у тебя есть? Здесь у меня не так много. Здесь что-то подойдет, что-то сойдет за бронзер скульптор. У меня есть вот такая штука, но она очень темная. Здесь есть небольшое сияние. Это я летом. А посветлее что-нибудь есть? Это прям такой вот да, понимаю. Такой ядрененький, конечно. Сейчас посмотрим. Есть вот такая штука. Да, вот это получится. Подойдет? Он без сияния. Да. Хорошо. Кстати говоря, с моей кожи, какой бы ты посоветовала такой на каждый день бронзер как раз-таки? Я на каждый день, знаете, мне нравится. Сейчас может быть, у меня здесь лежит. Так, секунду. К примеру, вот, например, видите, это My Cup Forever. Так. Правда, я покупала в рефилах и ставила вот так вот в палетку, скажем так. Вот, чтобы узнать цвет, мне нужно вытащить, но вот прямо сейчас мне это не очень удобно. Конечно, если кому-то нужно будет узнать именно цвет, то я могу потом вам просто его скинуть. Напишите. Хорошо, конечно. Вот. Но по цвету, вот видите, что-то нейтральное. И у тебя кожа светлая, да, и опять же мы берем тоже скульптор светлого оттенка, не темный. Вот. Для того, чтобы создать максимально натуральную такую тень. Либо это бронзер от Tom Ford в оттенке Terra. Я о нем много раз говорила, но не могу не сказать, я его очень люблю. Опять же, рядышком у меня его сейчас нету, но оттенок Terra. Если, опять же, кому-то надо будет, напишите в директ.
Так, брови прокрасили. Теперь скульптор. У тебя есть кисть? Отлично. Набирай чуть-чуть, небольшое количество. Да, немножко стряхни с кисточки. Да. И теперь наноси его, вот нащупай у себя скуловую кость. Ниже теперь чуть-чуть, вот как бы под костью. Вот она, да, зона под костью, да. Вот ты наносишь его в эту зону и тушуешь как бы на кость. Кладешь под кость и тушуешь на нее, да. И уводишь вот, да, не доходя примерно 2 пальцами до уголков губ. Угу. Да. Еще надо поработать. Да. Угу. Хорошо. Да, и туши вот так вот вверх немножко для того, чтобы добавить такой объем, чтобы подтянуть, да, скажем так, скулы, сделать их объемнее немножко. Привет, сестра по косметике. Я все читаю. Вы такой же минималист, как и я. Так, ну что-то более или менее. Хорошо. Теперь его же чуть-чуть нанеси на слегка, получается, по росту волос, да, немножко на лобик сверху. Вот да, примерно. Туда чуть-чуть, да, оттяни. То есть мы создаем, скажем так, мы оттеняем все боковые участки нашего лица, чтобы не было такого, что у тебя на всем лице этот цвет только на скулах. Так он будет выглядеть немножко, скажем так, неестественно. Чтобы добавить, да, чтобы все цвета, они смотрелись на лице гармонично, мы их как бы распределяем по зонам и нанесли его на скулы. Также мы можем чуть-чуть пройтись по контуру, то есть все боковые части, которые, по сути, на которые, по сути, падает тень, да, и которые затемняются, мы чуть-чуть слегка по ним можем еще пройтись. Угу. И также ты можешь совсем слегка, вот прям чуть-чуть взять на кисточку или даже остатками просто пройтись по крыльям носа. Так, крылья вот здесь, вот прям тут? Ну, знаешь, объемно. Не прям, это не должна быть какая-то четкая линия. Ты можешь просто взять слегка вот так вот пройтись по бокам немножко, чтобы тоже чуть-чуть оттенить. Не для того, чтобы сделать эффект маленького носа. Да, нам нужно просто создать немножко тень, чтобы не было плоским, чтобы нос не казался плоским на фоне лица. Я правильно поняла, что это создает эффект однородности лица, что у нас нет какого-то пласта в одном месте одного цвета? Да. Это вот оно? Угу. Я даже иногда использую скульптор на глазах, то есть после того, как я прокрашиваю лицо, да, скульптором, я потом им же могу слегка пройтись по векам для того, чтобы добавить этот цвет на глаза, и как бы весь макияж, он между собой как-то сливается, становится каким-то единым, скажем так. Класс. Теперь нам нужны румяна. Так, вот те твои любимые с Бобби Браун? Да. Они, правда, не так освежают сразу. Розоватые, я очень их люблю. Мы как раз тоже в том мейке с тобой использовали такие вот розоватые цвета. Они в палетке, они кажутся какими-то прям ядрёными розовыми. Но на самом деле, когда их наносишь, они дают прям такой супер такой свежий эффект. Возьми их чуть-чуть. Тут главное не переборщить. Так? Да? Прям лучше, знаешь, брать по чуть-чуть и при необходимости добавить потом. Логично. Так. Улыбаемся. Это я. Вот. И видишь сразу скуловая мышца, вот, которая у тебя здесь проявляется, да, ты кладешь чуть-чуть на нее и выводишь кистью по косточке вверх. То есть по скуловой кости туда вверх тянешь цвет. Угу. Да, отлично. Кстати говоря, вот у Бобби Браун у меня тоже, видите, румяна, они вроде бы в таком же оттенке. Это вот цвет пионы. Очень классный. Угу. О, вот видите сразу же, насколько добавился такой румянец, лицо свежий. Классно. Даже молодым мамочкам можно быть свежими. Чудеса.
Так, постараюсь повторить то, что я Также, только да, что на улыбку. выучила. Угу. Отлично. Также, вот как и в истории со скульптором, да, бронзером, когда мы добавляем цвет еще куда-то на лице, чтобы он смотрелся гармонично, с румянами то же самое. Капельку прям чуть-чуть можно нанести на кончик носа и на кончик подбородка. Угу. И на боковые части лба. Я помню, да. вот это. Помнишь? Секрет. Да. Я в нашем эфире рассказываю то, что я обычно не рассказываю, знаешь, на странице. Правда? Не потому, что как-то я это скрываю, нет. Просто я не могу проводить прямые эфиры сама. Я понимаю. И эта информация, она остается. Я готова тебе помочь, ради тебя на все что угодно готова, поэтому если я еще раз понадоблюсь, я здесь. Я только рада, если это девочкам всем понравится, такой формат. Почему бы нет? Так, нанесли. И теперь, знаешь, что можно сделать? Давай покажем такую фишечку. Возьмем кисточку какую-нибудь пушистую. Да, и румяна, капельку. Те же. Да. Так. Да, смуглым подойдет добавить свежести, будет смотреться очень круто. Вот, чуть-чуть взяла. И теперь нанеси их на складку века. То есть вот положи кисть по центру. Вот здесь? Складку. Да, и чуть выше, на миллиметрик выше подними. Да, вот клади туда. Вот это да. Можно взять, если очень мало, можно взять еще чуть-чуть. Так. Даже, знаете, если вы не собираетесь красить глаза ярко, если вам нужно сделать такой очень быстрый макияж, просто освежите глаза, добавить им, оживить их, скажем так, добавить им Обалденно. немного Вы объема. видели? Вы просто берете румяна и скульптор, можете даже не красить вообще тени, просто скульптором проходитесь по складке, добавляете объем и берете румяна, наносите их по центру, и глаза становятся сразу же супер свежими. Так, сними, пожалуйста, вот этот вот, согласна, сними, пожалуйста, вот этот вот какой-то рассказ в твоем случае, как это сделать еще более подробно. Или, может быть, на листе бумаги с личиком. Вот это мне вот лично очень интересно, как человеку, который не любит каждый день краситься, но любит хорошо выглядеть. Для этого нужна пушистая кисть какая-нибудь, то есть, например, например, да, такая, вот пушистая кисточка любая. Вы берете скульптор, например, и наносите его в складку, вот где кисть проваливается. Вот эта зона, орбитальная зона. Угу. Поняла, да? Вот Да. где проваливается. Да. Поняла? Вот косточку нащупать. Угу. Да. Ты в эту часть наносишь, получается, скульптор, и как бы вытягиваешь его к вискам. Не опускаешь вниз, да, по форме глаза, а вот ты этот цвет немножко вытягиваешь. Как полоску или более широко? Объемно, достаточно объемно. Этот цвет, он должен, знаешь, не лежать какой-то в одной точке, да, как тени. Он просто должен создавать тень, объем немножко, и все. Его не должно быть видно, как такой эффект накрашенности, он не должен быть. Вот. Поэтому достаточно объемно, полупрозрачно мы его растушевываем по складке и вытягиваем. А румяна можно взять такой же кисточкой чуть-чуть, нанести их просто по центру, как ты сделала. Как сейчас. Да. Потрясающе. По желанию насыщенность можно регулировать, как больше как нравится. захочется. Да. У нас, кстати, небольшая проблема. Насколько я знаю, эфир, он только час. И мы начали с тобой, по-моему, в 10:05. Поэтому у нас 5 минут осталось. Что будем делать? Ага. Хайлайтер. Хайлайтер. Yes. Ready. Steady. Бери его и наноси на скуловую косточку. Да. Вот так? Да. Помню. И подойти к уголку глаза немножко к внешнему. Да. Чуть ниже. Угу. Отлично. И тушуй немножко к вискам. Да, сами виски тоже чуть-чуть можешь прокрасить. Угу.
Да, чуть-чуть также возьми, можешь нанести на кончик носа и на уголочек губ. Угу. Можно прям капельку нанести под бровь. Можно это сделать пальчиком. Угу. Так, по-моему, очень свеженько. Да. И теперь давай губы прокрасим быстренько. Нам понадобится что-то такое легкое, натуральное, сияющее. Можно взять карандаш какой-нибудь, любой, абсолютно розоватого оттенка. Сейчас сделаем. Мой любимый годами это розово-коричневый Pale Mauve от Bobbi Brown. Что скажешь, подойдет нам? Он классный, да, подойдет. Отлично. И вот здесь творятся чудеса. Каждый раз, когда Фатима красит мне губы, я хищно смотрю на ее карандаш, думаю, что причина красоты в этом, покупаю такой же точно карандаш, никакого эффекта, такого волшебного. В итоге у меня куча карандашей. Может быть, сейчас я узнаю секрет. Наносить по контуру. По контуру губ. Угу. То есть вот, знаешь, вот эта вся белая линия, да, вот, которая у нас бывает по контуру губы, ее можно прокрашивать. Единственное, что у меня тогда получается... Слишком большие губы. Не так, знаешь, из серии. Это по желанию. Можно прокрашивать, если вы хотите добавить объем. Вот. Это не обязательное условие. Вообще губы это настолько индивидуально, все их красят, все красят их по-разному. Вот. У меня есть куча девочек, у которых какие-то свои видения, там, например, как накрасить губы, и как бы губы это прям очень индивидуально. Так, нижнюю губу тоже. Давай прокрашивай по контуру также. Просто по контуру я обычно беру цвет чуть-чуть темнее, более такого коричневатого, телесного, бежевого оттенка. Я не люблю брать какие-то розовые помады и наносить их полностью на все губы. Я люблю создавать такой больший эффект амбре, скажем так, по контуру чуть-чуть коричневатый, а внутрь, получается, уже нанести что-то такое свежее. Можешь взять любой блеск или любую помаду, в принципе, тут неважно. И вот этот же карандаш, да, его по уголкам губ. Расскажи, да, вот что ты дальше делаешь карандашом? Не оставляешь же вот просто полосу такую, смотрится. Вот, нанесла, и также можешь чуть-чуть в уголочке губ его нанести. Вот так? Да. Угу. Так. И теперь внутри прям полностью не нужно. Теперь нам нужно просто взять помаду и либо пальчиком, да, нанести, либо там, смотря что у тебя. Как скажешь, если что, у меня остались, поскольку я редко крашусь, у меня остались бэки. Бэки, супер, давай. Любой тинт, абсолютно что угодно. Вот такие 3. Персик, розовый, малиновый. Давай возьмем, давай смешаем персик и розовый прям по чуть-чуть. Я тоже всегда так делаю. Никогда не могу выбрать. Чуть-чуть совсем. Угу. Да. И втушевывай сразу же в карандаш, вот именно с внутренней стороны. Вот оно что. Чтобы смягчить его. Это нужно сделать сразу же, пока тинт не высох. Вот в чем секрет. Потому что я-то думала, что получается так, что нет границы, потому что ты карандаш наносишь по всей губе. А оказывается, вот оно что. Главное растушевка. Точно. Пишут, что у вас моя сестра. Да. Вам будет крайне легко накраситься. Повторить этот макияж. Да. Какой свеженький получился оттенок. Все, я теперь буду каждый день краситься. Мне так понравилось. А розовый у тебя есть? Ты розовый же не... Давай. Капельку, вот прям очень мало, да. Вот нанеси вот прям по центру. И растушевывай. В центре губ. Так как я почему захотела этот розовый использовать, потому что у нас румяна, они тоже такого розоватого оттенка, и так как румяна у нас розоватые, хочется губы тоже
сделать свежее. Обалдеть. У меня так никогда не получается, вот он секрет. Вот одна точка может изменить все. Хотя в моей работе все то же самое, что я удивляюсь. Да? Помады, ты узнаешь лучше меня, по-моему, их больше не выпускают, да? Это Becca, это тинты Becca, да, их уже не выпускают, но есть похожий у Oak Beauty, есть такой бренд, у них есть похожие тинты, вы можете взять у них, и это могут быть не именно тинты, можно брать абсолютно любые помады, бальзамы для губ, блески, абсолютно что угодно. Ну что? Наш макияж готов? Я думаю, да. Но это правда, это прекрасно. Я в эстетическом восторге. Супер. Очень здорово. Очень красиво. Ты знаешь, вроде бы ничего так не изменилось, да? Ты просто стала свежее. Это я с маленькими хитростями. Мы заслуживаем, девочки, правда? В конце-то концов. Классно. Ну что, мой дорогой, оказывается, эфир 1,5 часа теперь сделали. Это прекрасно, да. Но мне не хочется тебя задерживать. Я предлагаю, если тебе это подойдет, я обязательно выложу, что получилось. И если у тебя будет возможность, давай сделаем список самых подходящих для такого макияжа средств. Я со своей стороны, что у меня было под рукой, так сказать. А ты, может быть, то, что ты считаешь лучше еще бы эффектом. И выложим. Я тогда сделаю свою подборку. Ты сделай свою подборку. Хорошо. А вы можете сделать свою. Да, от вас мы очень ждем, правда. Ну все, спасибо тебе, что ты согласилась. Я даже не видя тебя, я получила заряд энергии позитивный, за которым я всегда к тебе иду, помимо этой красоты. Спасибо. Это взаимно. Целую, теперь у меня будет накрашенный день. Я тебя. Круто. Давай, дорогая. Хорошего дня вам всем, тоже хорошего дня, вечера, кто где находится. Все, пока. Спасибо. До свидания всем.